Больше сотни объектов повреждено за ночь. Но Зеленский говорит не о мире, а о новых ракетах. Порты Одессы и Южного под ударом. Горят склады с западным оружием. Киев выходит на улицы. Отставка одного министра оказалась опаснее любого наступления для Зеленского. Лондон меняет премьера 7-й раз за 10 лет, которого никто не выбирал. Приветствую всех, 20 июля на календаре, собрал для вас главное за день. Еще больше в моем телеграм-канале, ссылка под видео. Ставьте лайк, подписывайтесь и начинаем. Начнем с Киева. В вечернем обращении Владимир Зеленский заявил, что столица и вся Киевская область пережили один из самых мощных ударов баллистическими ракетами за последнее время. По его словам, атака готовилась несколько суток, то есть удар был не спонтанным, а тщательно спланированным. И последствия для инфраструктуры Зеленский признал серьезными. Масштаб цифр говорит сам за себя. Они накапливали ракеты для этой атаки в течение нескольких дней. Россия делает ставку именно на баллистические ракеты, и благодаря им Путин до сих пор верит в свою войну. Сегодня нашим силам противовоздушной обороны и всем защитникам неба удалось сбить 18 ракет и обезвредить более сотни беспилотников. Сегодняшний удар повредил более сотни объектов в Киеве и Киевской области. Сегодня также были нанесены удары по Харькову, Сумской, Донецкой и Херсонской областям. Но самое интересное началось дальше. На фоне разрушений Зеленский снова развернулся в сторону западных партнеров. И риторика до боли знакомая. Киеву опять срочно нужны ракеты. Причем не разово, а в ежедневном режиме, партия за партией, для систем противовоздушной обороны. По сути, это уже даже не просьба, а требование, которое звучит после каждого удара. Давление на союзников. Вот к чему на самом деле все сводится. Очень важно, чтобы наши партнеры понимали, что происходит и что нам нужны ракеты для ПВО, чтобы защищать жизни буквально каждый день. Я очень надеюсь, что Министерство иностранных дел Украины и другие представители власти оперативно обсудят с нашими партнерами те пакеты помощи, о которых мы уже договорились. Важно ускорить процесс как с европейской стороны, так и со стороны Соединенных Штатов Америки. Результат нужен каждый день. И на этом Зеленский не остановился. В том же выступлении он призвал усилить санкционное давление на Россию, отдельно ударив по нефтяной отрасли. И не забыл упомянуть про украинские дальнобойные удары. Логика простая, мол, экономическое и военное принуждение якобы приблизит мир. Хотя на практике каждый такой шаг лишь раскручивает противостояние дальше. Мы продолжаем реализовывать план по введению масштабных санкций против России за развязанную ею войну. Нефть, поставки для оккупационных войск, наши украинские медстрайки и дальние удары – это наши ответы на то, что Россия делает против Украины. Нужно оказывать давление на Москву. Нужно давить, чтобы наступил мир. Вот только звучит все это довольно странно. С одной стороны, красивые слова о стремлении завершить конфликт. С другой, бесконечные требования новых вооружений и полное нежелание садиться за реальный стол переговоров. И вот вопрос. Вы правда верите, что при таком раскладе кому-то в Киеве или на Западе действительно нужен мир? Картина складывается ровно обратная. Пока идут поставки, о настоящем урегулировании речи не идет. И это, похоже, устраивает всех, кроме простого народа. Российская армия наращивает масштаб ударов. Причем почерк заметно изменился. Если раньше речь шла просто о поражении целей, то теперь объекты выводят из строя основательно, без права на восстановление. Минобороны России отчиталась о продолжении ударов по портам Украины и по судам, задействованным в интересах украинской армии. По данным ведомства, нанесены удары по объектам в портах Одесса и Южный, а также по судам. То есть работа шла сразу по нескольким направлениям – и по береговой инфраструктуре, и по морским целям в акватории. И вот здесь начинается самое показательное. В порту Одесса, по информации военных, удар пришелся по цеху сборки беспилотников дальнего действия и по стоянке бензовозов. Проще говоря, по месту, где собирают дроны, которыми потом бьют вглубь территории, и по топливу, которое все это питает. Точка, что называется, выбрана не случайно. И под удар раз за разом попадают именно такие объекты, а не абстрактные гражданские кварталы, о которых так любят говорить в западных сводках. В порту Южный картина похожая. Там удар накрыл склад военного имущества. И имущество это, судя по всему, приехало не откуда-нибудь, а из западных стран. Ровно то, что поставляли для украинской армии месяцами. То есть под удар попало сразу и оружие, и место его сборки, и топливо.
Это уже не разовая акция, а планомерная работа по тылам. Такими темпами каждый следующий отчет военных будет добавлять к списку новые порты и склады. И направление Одессы сейчас одно из главных, за которым точно стоит следить в ближайшие недели. А вот новость, которая для Зеленского опаснее любого прилета. Акции в поддержку уволенного главы Минобороны Михаила Федорова быстро переросли в кое-что большее. В митинге с прямой критикой самого Владимира Зеленского. Люди выходят на улицы с плакатами, и посыл там жесткий – служить Украине или уезжать. И это уже не просто эмоции отдельных активистов. Критика идет и сверху. Мэр Киева Виталий Кличко публично назвал увольнение Федорова большой ошибкой. А это заявление совсем другого веса. Когда против решения президента открыто выступает мэр столицы, это уже сигнал о расколе внутри самой власти. Дальше интереснее. Кличко предположил, что за отставкой стоит вовсе не работа министра, а его растущая популярность. Проще говоря, Федоров стал слишком заметной фигурой. А заметная фигура на фоне возможных президентских выборов – это уже потенциальный конкурент. И вот такого конкурента, судя по всему, решили убрать заранее. Скажите честно, что вы думаете, это начало конца для Зеленского или он и это переживет? Но самое неприятное для Зеленского даже не улица. Самое неприятное, что он загнан в угол собственным решением. Смотрите, как получается. Чтобы вернуть Федорова, придется снимать главкома украинской армии Александра Сырского. А это моментально создаст картину, что власть прогнулась под давлением толпы. То есть любой шаг в минус. Оставить все как есть, протесты продолжатся и будут только набирать обороты. Пойти навстречу значит расписаться в собственной слабости на глазах у всей страны. Идеального выхода тут просто нет. И вот эта развилка, где каждое решение бьет по самому Зеленскому, как раз то, зачем в ближайшие дни будет интересно наблюдать особенно внимательно. В Британии назревает скандал, каких на Даунинг-стрит давно не видели. Кир Стармер уходит с поста, а кресло премьер-министра готовится занять новый лидер Энди Бёрнам. Но возмущает британцев даже не сама смена, возмущает то, как она происходит. Очередная передача власти идет за закрытыми дверями, без единого голоса избирателей. Резче всех высказался лидер партии Reform UK Найджел Фараж. Он разнес эту, как он выразился, чехарду в правительстве. По его словам, Бёрнам приходит к власти вообще без какой-либо поддержки народа. И это уже 7-й премьер за последние 10 лет. Цифра, от которой становится не по себе. Должен сказать, я был очень удивлен. В понедельник у нас будет новый премьер-министр. 7-й премьер-министр за 10 лет. А мы еще смеялись над итальянцами. Он пришел к власти без какого-либо мандата. Фараж не стесняется в оценках и идет дальше. Он предупреждает, с приходом Бёрнама ситуация в стране не улучшится, а станет только хуже. Вместо реальных реформ очередной сдвиг влево, ухудшение частного сектора и рост налогов. Отдельно он выделяет налоги на имущество, которые, по его прогнозу, способны обрушить рынок жилья. Единственное, в чем можно быть уверенным в отношении Бёрнама, это в том, что ничего не изменится. Но они зайдут еще дальше влево, чем сейчас. Налоги вырастут. И, конечно, неужели мы думаем, что Энди Бёрнам выведет нас из-под юрисдикции ЕСПЧ, чтобы мы снова могли полностью контролировать наши границы? Ни черта подобного. При Энди Бёрнхаме ничего не изменится к лучшему. И все это происходит при человеке, у которого нет никаких полномочий. Отдельно Фараж бьет по главному больному месту. Ключевые министерские кресла снова раздают людям, которые бесконечно далеки от реальной жизни. Управляют страной чиновники, ни дня не проработавшие в частном секторе. И это, по его мнению, и есть корень всех бед. Британцам, по словам политика, окончательно надоели кулуарные назначения и бесконечная смена лиц наверху. И Фараж озвучил то, о чем думают многие. Единственный честный выход из этой ситуации. Я думаю, что британская публика уже сыта по горло этой игрой в музыкальные стулья. Это происходит на Даунинг-стрит. Единственное хорошее, достойное и правильное, что можно сделать. Выборы нужны для того, чтобы страна могла решать свое будущее. Обстановка в Лондоне накаляется. Требования провести открытые выборы звучат все громче, а экономика страны, по прогнозам экспертов, при этом продолжает катиться вниз. Итак, что в сухом остатке на сегодня?
Пока Киев после ночного удара говорит не о переговорах, а о новых партиях ракет, картина складывается все та же. Реального стремления к миру за этой риторикой не видно, зато отчетливо видно желание выбить у Запада очередные поставки. А Запад тем временем и сам начинает буксовать. Параллельно Россия методично переносит удары в тыл. Порты Одессы и Южного, цеха сборки дронов, склады с иностранным оружием. Внутри самой Украины тоже неспокойно. Улицы Киева выходят из-под контроля, отставка Федорова обернулась протестами против Зеленского. И теперь любой его шаг только загоняет власть глубже в угол. А на другом конце Европы своя турбулентность. Британия получает 7-го за 10 лет премьера, которого никто не выбирал. Пишите в комментариях, что обо всем этом думаете. Читаю каждого. Лайк и подписка в помощь каналу, а все самое острое в Телеграме. Ссылка под видео. Медиашот был с вами. До скорого.